Всем доброго времени суток, друзья! Новый сезон рубрики «Квест-сборки» настал с этим выпуском, а ссылка на прошлый есть в описании. Кто не в теме, поясняю, покупаю железо и компьютеры в целом и перепродаю их в свою выгоду, а на вырученные деньги беру то, чего не могу позволить иначе. В этом выпуске вас ждет довольно интересное железо и планы на будущее с этим железом, а в общем, это будет первой частью. Принесли мне, значит, в мастерскую компьютер на ремонт, у которого испортилась видеокарта, а спустя какое-то время принес тот же человек еще один компьютер. Вот о втором и пойдет речь, это он и есть, только вот с него были перекинуты некоторые комплектующие, а то, что осталось, продано мне. Железо довольно неплохое, при некотором вложении можно сделать хороший компьютер для игр и работы. Что я и собираюсь сделать, а сейчас покажу то, что я приобрел за сумму в 2000 рублей и расскажу, что буду докупать. Начну с корпуса, и он просто убитый. Если бы было желание, нашлась бы и возможность замодить его, но желания нет, и закончим на этом с корпусом. Есть также жесткий диск от Seagate на 500 гигабайт, о работоспособности которого я не уверен. Привод под CD-DVD диски, также не знаю ничего и о нем. Если привод как такового значения не имеет, жесткий диск надо бы проверить. Хорошо, что я докупил док-станцию, ссылку на нее оставлю в описании. Проверю на своем рабочем ПК, он же до поры до времени был моим основным ПК, ссылка на выпуск будет в конечной заставке. Так вот, подключил я, значит, жесткий диск через док-станцию, и утилита Crystal Disk Info показывает, что все хорошо, буду на это и надеяться. Блок питания от фирмы X-Gate на 400 Вт. Скажу вам сразу, этот блок питания я вам не советую, ибо начинка у него вообще никакая. А его работоспособность покажет тестер блока питания. Тоже закупал на AliExpress, ссылка также есть в описании. Хорошая вещь на самом деле. Процессор был в наличии, AMD Athlon 2 X220 кажется, но не суть, его я заменю, так как у меня должен быть где-то феном. Остается надеяться на охлаждение от Titan с длинным названием, но рассеиваемой мощностью в 110 Вт. Как раз и посмотрим, на что он способен.
Оперативок было две планки по 2 гигабайта каждая от фирмы KingMax с частотой 1333 МГц. Их я проверю потом при сборке, а может докуплю еще. Ну и материнская плата от фирмы Asus M5A78L LE на сокете AM3+, поддерживает процессоры вплоть до 6-ядерных пиномов. Форм-фактор ATX с возможностью установки до 4 планок оперативки, гигабитный интернет, 7.1 канальный звук. На себе же располагает 4 USB, 2 PS2, COM-порт, LPT-порт, 1 PCI-Express X12 2.0, 2 X1 и 3 PCI-Express, чипсет AMD 760G. Из минусов, наверное, можно отметить отсутствие радиаторов на цепях питания, а так материнка очень даже неплохая, мне она нравится. Подумывал сначала все собрать в старый корпус, но подумав еще немного, отказался от этой идеи. Лично у меня в городе смотрят на внешний вид. И поэтому я заказал корпус один из самых дешевых и в то же время, чтобы он был нормальный с виду, и думаю, он вам понравится. Также осталось заказать видеокарту и возможно оперативку. На данный момент мои расходы составили 3150 рублей с корпусом. Без учета моего процессора, так как он уже был у меня в наличии, и надо признать, без видеокарты это железо ровно столько и стоит. Для офисного ПК он был бы хорошим, но материнка способна на большее и напрашивается на это. А какую видеокарту посоветуете вы, пишите в комментариях. На этом первая часть первого выпуска второго сезона подошла к концу. Во второй части будет известно, сколько я вложил и за сколько рассчитываю продать. Также планирую провести тесты железа в синтетике и в играх. Если что, пишите, какие игры в тестах вы хотите видеть. А на этом мой выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.